Доброе утро. Сейчас у нас 8:30 утра, но жара уже чувствуется. Вышла в передний дворик выпить кофе с Гатой. Гату пекла вчера, к нам заезжали гости на кофе. А как я ее готовлю, можно посмотреть видео номер 25. А компанию мне, как всегда, составляют наша дворовая кошка Бася. Рядом с пальмой устроился наш верный охранник Бобби. И, конечно же, Мотя, наш дворовый кот. Он всегда рядом, особенно когда на столе что-то вкусное. У нас дома закончился репчатый лук и все фрукты. Вчера доела последний персик, а без фруктов мне просто жизни нет. Поэтому сегодня собираемся на воскресный базар в соседнюю деревню. От Гаты уже тоже ничего не осталось, так что хочу что-то испечь, посмотрю, что найду на базаре. А еще планируем сегодня съездить к морю. Вот такие простые и приятные планы на наш сегодняшний выходной. Я уже собралась, выезжаем на базар. Хотим быстренько пробежаться, посмотреть, какие еще сезонные овощи и фрукты появились, узнать цены, купить все необходимое и вернуться домой под кондиционер, потому что жара в эти дни стоит у нас 45 градусов. Мы уже в соседней деревне Дуксато припарковались, заходим на рынок, молча пробежимся и сделаем необходимые покупки. Ελάτε παιδιά, ελάτε, πω τι έφερε σήμερα. Οπτικά πάει πάνω. Βγαίνεις, έλα, καταλαβαίνεις λίγο πολύ, λίγο, αυτά που τα... Τι λοιπόν, του κουταλιού τους. Τι? Μια πατάτα για τον κουλούνι, κάτι θα πάω να πάρω. Αυτές είναι. Την άλλη νούμερα. Думаешь, вот это спелое будет? Και βάλτε στην ίδια σακουλίτσα. Πάμε, δώσε. Ήταν 2,20. Να βάλουμε αυτό, καλό είναι. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Θα βρούμε το σημείο τώρα που δεν έχει κουκούτσι. Αιτζάνα 1 ευρώ. Βοηθάω. Μέχρι εδώ μύρισε. Παραδέχεσαι. Τέλειο. Παραδέχεσαι. Εδώ δεν είστε καρπούζι, παιδιά. Ελάτε, παιδιά. Ό,τι πάρετε 1 ευρώ. Ό,τι πάρεις 1 ευρώ, παιδιά. Ό,τι πάρετε. Όλα 1 ευρώ. Όλα 1 ευρώ, παιδιά. Βάλε αδελφέ, όλα 1 ευρώ εδώ. Όλα 1 ευρώ. Για τη δόξα, όλα 1 ευρώ, παιδιά. Ό,τι πάρετε 1 ευρώ.
1 ευρώ το καρπούζι, να πάρετε όποιο γουστάρετε. 1 ευρώ. Ένα, όποιο γουστάρεις. Βγάζει σε μένα έτσι να κάνω. Και ντομάτες θα πάρεις από εδώ. На обратном пути с базара проезжали мимо деревни Лидия и решили свернуть к речке. Это та самая горная речка, которую я уже показывала в прошлом видео. В этом году здесь все расчистили и аккуратно оградили. Теперь место стало чище, ухоженнее и приятнее для отдыха. Юра большой любитель холодной и проточной воды, поэтому, как всегда, не упустил шанс окунуться. Ну а я просто помочила ноги. Вода, кстати, была очень холодная. Мы уже дома, а с базара сегодня принесли сетку лука 5 евро, 5 кило за 5 килограмм. Вот такая ароматная дыня, запах стоял во всей машине, 4 евро. Не помню, насколько она вытянула. Арбуз 10 килограмм за 5 евро. Нектарины килограмм 3,20, по-моему. Вот такие персики килограмм 3,50. Яблоки килограмм 1 евро. Кукуруза 3 штуки за 1 евро. Вот этот чеснок 2 штуки 2 евро. И слива на 1,5 евро. Раз есть яблоки, значит быть сегодня яблочному пирогу. А сейчас начинаю готовить яблочную начинку для пирога. В нагретую сковородку с толстым дном добавляю 100 граммов сахара. Когда сахар расплавится, добавляю 30 граммов сливочного масла и размешиваю до однородности. После чего добавляю 4 яблока, нарезанных мелкими кусочками. Яблоки готовились 5-7 минут, а теперь добавлю корицу. Начинка готова, пусть немного остынет. Вот теперь тесто. Здесь у меня мука с разрыхлителем. Рецепт оставлю в описании. Сахар. И нарезанное холодное сливочное масло. Теперь поработаю руками. Вот такая крошка получается. Чуть-чуть оставлю для посыпки сверху. А в остальную оставшуюся часть добавлю взбитое яйцо. Выпекать буду вот в такой форме со съемным дном. В ней я уже пекла пирог во влоге номер 15, где я перепутала слоеное тесто с песочным. Пирог тоже был с яблоками. А теперь максимально равномерно постараюсь распределить тесто по форме. Теперь подровняю края. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов.
Все достаточно быстро и просто. И посыпаю крошкой сверху. Заключительный штрих перед выпечкой. И отправляю пирог выпекаться в разогретую духовку минут на 30-35. Вспомнила, что у меня есть еще миндальные лепестки, и посыпала еще миндальными лепестками. А вот это уже последний штрих. А теперь точно в духовку. Пирог уже готов, выпекался 35 минут, ароматный, рассыпчатый и с щедрой яблочной начинкой. А еще по дороге домой после речки заехали в дом, который выбрали наши друзья. А заехали, чтобы снять табличку о продаже дома. Документы на дом уже проверили, но выявились некоторые погрешности. Они решаемы, но требуют времени. Оказалось, что по плану стена летней кухни выходит на соседнюю территорию. И также соседи зашли на территорию выбранного дома в каком-то месте. Кроме того, стена соседей справа заходит на территорию участка. В Греции такие ситуации не редкость, поэтому перед покупкой недвижимости очень важно тщательно проверять документы. Поэтому друзья не спешат, будут ждать, пока документы будут готовы к оформлению сделки, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем. И, как я уже говорила, этим занимается доверенный человек здесь, в Греции, который контролирует весь процесс, чтобы все было оформлено правильно и без лишних сложностей, пока сами друзья находятся в Германии. Пока пекла пирог, планы немного изменились. Хотели поехать к морю сразу, не дожидаясь, пока пирог остынет, но жара под 50 градусов заставила нас отложить поездку до вечера. Юра планирует порыбачить на море, а я просто искупаюсь, но когда жара немного спадет. Мы уже направляемся к морю. Сейчас почти 8 вечера, и жара немного спала. Место, в которое мы направлялись, оказалось закрытым, и поэтому мы направились в другое место, на другой пляж, но тоже в пределах Кавалы. Мы приехали на уютный маленький пляж, всего пару зонтиков и немного отдыхающих. Здесь Юра сможет спокойно порыбачить, а я насладиться тишиной и морем. Вот так и закончился наш день с морским бризом, вечерним покоем и ощущением, что все успели. Спасибо, что были с нами.
Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий влог.